Сегодня мы летим на 3 дня в Исландию. Иногда стоит сменить среду, эмоционально перезагрузиться, отдохнуть и вернуться с новыми идеями и энергией. Mesdames et messieurs, bonjour! Друзья, прилетели в аэропорт Рейкьявика. Практически не было контроля, только выборочно. И мы идем за чемоданом. Но очень интересно, проходим сначала через торговый центр. Торговый центр, а где же багаж? Вот здесь еще один магазин. А где же чемоданы? А, вот здесь. Такой аэропорт Рейкьявик. Автобус заранее заказали, флайбас, вернее. Закат солнца. Вот такой вид из окна. Вечерний Рейкьявик. Вышли из гостиницы. По навигатору вышли к центральной улице торговой. Теперь где бы нам перекусить? Видимо, здесь очень вкусные хот-доги. А рестораны очень дорогие, кстати, в Рейкьявике. Одно блюдо 7000 крон. Это 34 евро. Порции маленькие. А, вот хот-дог. Вот такой хот-дог попробуем сейчас. Стоит 880 крон. Бутерброд был очень вкусный. Центральная улица Лаугавегур. Но снега нет совсем. Когда я здесь была в 2013 году, также в январе, очень много было снега. Но сегодня 0 градусов, снега нет. Но 0 по ощущениям как -5. Вечером так симпатично на этой улице. Рейкьявик такой уютный город. Такая замечательная атмосфера в этом городе. Мне очень нравится. История города начинается в IX веке, когда норвежский викинг Ингольфур Арнарсон основал здесь первое постоянное поселение. Первое, что увидел викинг, это пар от горячих источников. Принял его за дым. Поэтому название Рейкьявик переводится как «дымящаяся бухта». Интересно, что почти все дома отапливаются горячей водой из-под земли. Геотермальная энергия используется также для бассейнов, теплиц и даже для обогрева тротуаров зимой. Рейкьявик – самая северная столица, но климат здесь мягкий, благодаря теплому течению Гольфстрим. В Рейкьявике живет около 140 тысяч человек, с пригородами 240 тысяч. Город больше похож на уютный большой поселок, чем на мегаполис. По данным на 2025 год, население Исландии 400 тысяч человек. Но любопытно, что в 2024 году Исландию посетило 2 200 000 туристов. Пахнет сероводородом, но известно, что здания в Исландии отапливаются из геотермальных источников. Один из главных архитектурных символов современной Исландии – харпа, знаменитый концертный и конференц-центр в Рейкьявике. В переводе с исландского харпа означает арфа, но также это староисландское женское имя и название весеннего месяца. Стеклянная оболочка состоит из множества геометрических модулей, которые по-разному отражают свет днем и ночью. Архитектор этого здания черпал вдохновение в природе Исландии. Базальтовые колонны, кристаллы, северное сияние, игра света и воды. Строительство началось в 2007 году, но уже в 2008 Исландию поразил тяжелый финансовый кризис. Проект оказался под угрозой закрытия. Частные инвесторы вышли из него. Правительство Исландии приняло решение завершить строительство за счет государства, рассматривая харпу как важный символ восстановления страны и веры в будущее. Ресторанов полно, но они полупустые или совсем пустые. Вот здесь шапки. О, отличный выбор. И сувениры. Сувениры с барашками, потому что знаменитое мясо здесь, баранина. Очень вкусно. Я надеюсь, что мы еще попробуем эту баранину. Да, эти смешные тролли. Очень смешные. В Норвегии тоже их очень любят. Но у тролля должно быть 4 пальца только. Надо проверить, настоящий тролль или нет. Шапки отличные. С знаменитой птичкой. Атлантический тупик. Самая популярная птица в этих краях. Маленькая и очень забавная птичка с ярко-красным клювом. Русское название «тупик» происходит от слова «тупой»
и связано с массивной округлой формой клюва птицы, а латинское название означает «арктический монашек» из-за того, что внешне птица напоминает монаха в рясе. Очень красивые витрины, магазины все освещены вечером, хотя они уже многие закрыты, но так можно любоваться витринами. Мама Рейкьявик. Шапки. А вот это интересно. Старая книжная лавка, а там бар, ребята сидят. О, можно книжку почитать, винца выпить. А это исландские чаи с травами местными. Сейчас попробуем, что это такое. Косметика местная. А вот эта мочалка. Мыло внутри, а вокруг мочалка. Хорошая идея, кстати. Вот здесь можно попробовать разнообразные варенья. Ой, нет, ребята, это не варенье. Это все приправы разнообразные. Некоторые очень острые, некоторые очень вкусные. В 8 часов утра вышли из гостиницы. Вот наша гостиница. Сильный запах сероводорода. Мы приехали в Рейкьявик всего лишь на 3 дня. Сегодня суббота, 17 января, 8 часов 15 минут. И мы решили позавтракать не в гостинице, а в кафе. Нашли кафе. Вот сейчас мы к нему идем. Вчера еще обратили внимание на симпатичное кафе. И 8 часов 15 минут, суббота. Все еще спят. Но и солнце. Сегодня восход солнца в 10 часов 40 минут. Поэтому будем знакомиться с Рейкьявиком вот так вот рано утром. Сейчас в Рейкьявике 0 градусов, снега нет. И значит, Гольфстрим смягчает климат. Тем более, что в ближайшие 2 дня передает +3, +5 градусов. Вот смотрите, как блестит асфальт. Все сверкает и блестит. И жители украшают свои дома огоньками. Это, видимо, к Рождеству еще осталось украшений. В Исландии проживает примерно 400 тысяч человек. Половина жителей проживает в городе Рейкьявике, столице. И вот кафе, где мы хотим позавтракать. Это кафе открывается в 7:30 утра. Уже сидят посетители. Мне очень нравятся скандинавские кафе. Очень уютно. Наш капучино. И сейчас еще бутербродик сделают. Такой бутерброд, он стоит 2200 крон, то есть 15 евро. А за все, то есть за 2 капучино плюс булочка мы заплатили, ну, если в евро переводить, 34 евро. Очень вкусный бутерброд. Хлеб изумительно вкусный, хрустящий, замечательный авокадо с лимончиком, с сыром, по-моему, здесь еще. Очень вкусно. Действительно замечательно. А, кстати, в гостинице завтрак стоит 24 евро с человека. Здесь у нас вышло примерно 16 евро с человека. Кис-кис. На кис-кис отвлекается. Теперь она нас сопровождает. Да. Кис-кис-кис-кис. Слушайте, 9 часов утра. 9 утра. Ты так с нами пойдешь гулять? И уже чуть-чуть начинает светать на востоке. Какая прелесть. Вот эти домики цветные, скандинавские. На стенах многих домов можно увидеть уличное искусство. Но это надо, конечно, днем смотреть. Ох, нам повезло сегодня с погодой. Надеюсь, будет солнечный день. И вот мы подходим к самому знаменитому собору в Рейкьявике. И, наверное, не только в Рейкьявике, но и в Северной Европе. Это один из самых высоких храмов. 74 метра высота. Начало строительства 1945 год. И закончили строительство в 1986, то есть 40 лет строили. Этот храм – это лютеранская церковь. Хотели как раз посмотреть с подсветкой. Потом еще днем вернемся, когда солнце войдет. А собор открывают в 10 часов. Традиционная исландская кухня в этом ресторане. Лампочки на домах сразу создают очень уютное впечатление. Уютный дом, уютный город, гостеприимный город.
жилые дома в центре, занавесок на окнах нет. 9 часов 30 минут. До восхода солнца еще целый час. А это знаменитое озеро. Как называется, не помню, потом напишу. И кажется, оно замерзло. Лед. Озеро в столице Исландии называется Тьорнин. Его еще называют прудом. Это настоящий птичий рай. На озере обитает более 40 видов птиц. Лебеди, утки, гуси. Зимой, благодаря теплым геотермальным водам, часть озера не замерзает, и птицы остаются здесь круглый год. Часть воды подогревается естественным образом, что довольно необычно для городского озера на севере. Озеро особенно красиво на рассвете, как сейчас, и закате, когда в воде отражаются разноцветные дома и небо Исландии. Послушайте, как птицы поют. Десять часов. Церковь сейчас откроет. Мы посмотрим интерьер лютеранского храма. Десять часов. Музеи все открыты. С 10 часов. И церковь тоже открыта. Так что сейчас посмотрим интерьер. Самая знаменитая достопримечательность исландской столицы – это церковь с непроизносимым названием Хадельгримскиркья. Официальное название храма – церковь Хадельгримура, но местные жители привыкли называть ее Хадельгримскиркья. Такое труднопроизносимое название церковь получила в честь одного из величайших мыслителей Исландии, священника и поэта Хадельгримура Петурсона. Необычайный силуэт нового собора должен вызывать ассоциации с извержением вулкана. И действительно, если включить воображение, можно представить себе высокую гору с потоками, стекающей по ее склонам лавы. Расположена церковь на вершине холма, возвышается над центром города и видна из любого уголка Рейкьявика. Высота башни этого огромного лютеранского собора 74 метра. Внутри собор больше похож на высокую и красиво оформленную пещеру. Белые стены напоминают о постоянном холоде в этих краях. Подвешенные огромные лампы освещают все теплым желтым свечением, будто десяток маленьких солнц, а орган напоминает водопады, коих тысячи в стране. Вот солнце почти взошло, но еще 20 минут, но уже хотя бы при свете дня посмотреть город Рейкьявик. Симпатичные гномики. Что не дом, то произведение искусства. Очень красивые. Красивый центр исторический. Ну, это знаменитые улицы в Рейкьявике с цветным флагом. Прямо напротив храма главного. Эта улица находится.
А теперь к знаменитой скульптуре «Солнечный странник». На набережной Рейкьявика есть еще одна достопримечательность. Это современная металлическая скульптура, выполненная из нержавеющей стали. Солнечный странник или путешественник солнца. Существует заблуждение, что скульптура олицетворяет корабль викингов, но скульптор намеревался изобразить не это. Скульптура задумана как корабль мечты. Она символизирует мечты о неизведанных странах, надежду на новую жизнь, стремление к прогрессу и свободе. Солнечный странник – это символ мечты и ода солнцу. Скульптура особенно красиво смотрится на фоне моря, на рассвете или на закате. А вот это и есть та торговая улица, по которой мы вчера гуляли вечером при свете дня утреннего. Сейчас 11 часов 15 минут. Очень много интересных расписных стен. А, это аисты. Не мешает выпить чашку чая. Прекрасный вид из окна, чайный салон. Чай с ромашкой, отлично, не в пакетике. Чайник с чаем 5 евро стоит. Но это настоящий чай. Вот здесь бензоколонка. На бензоколонке булочная. Говорят, что это одна из самых вкусных в Рейкьявике. Купим круассаны. После обеда мы заказали экскурсию в Голубую лагуну. Голубая лагуна. Мы здесь были в 2013 году, то есть уже 13 лет тому назад. За прошедшее время было извержение вулкана. Построен рядом новый паркинг. Вот такая дорога на термальный источник. С конца 2023 года в юго-западной части Исландии начался период частых извержений вулканов. В основном это длинные трещинные извержения, при которых лава вытекает из разломов в земле. В ноябре 2024 года после очередного извержения лава достигла Голубой лагуны и уничтожила автостоянку. Но сама купальня защищена и не была уничтожена вулканом. Голубая лагуна – это искусственное геотермальное озеро, питаемое водой из геотермальной электростанции. Лагуна славится удивительным молочно-голубым оттенком воды. Вода насыщена кремнием, серой и минералами, поэтому такой молочно-голубой цвет. Считается, что эта вода очень полезна для кожи, особенно при псориазе. Идеальная температура воды – 37-40 градусов круглый год, поэтому купание комфортно даже зимой при морозе. Так, ребята, вот она и есть Голубая лагуна. Ветер супер холодный, поэтому шапочки не помешает. Сейчас время 2 часа. Это просто супер. Просто супер. 38 градусов температура воды в Голубой лагуне. Сегодня очень сильный ветер. Но мы час посидели. При Голубой лагуне есть, естественно, очень хороший ресторан. Здесь можно пообедать. Но мы обедать не хотим. Мы хотим просто съесть какой-нибудь вкусненький десертик. Вода в Исландии везде из-под крана и везде минеральная. В гостинице обычно предупреждают туристов: не тратьте деньги на воду. Вода у вас минеральная, из-под крана течет. А это мой крем-брюле. Традиционный десерт исландский. Бон аппетит!
Сегодня воскресенье, 18 января. У нас заказана экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Сейчас 8 часов 30 минут. Сейчас за нами подойдет автобус. Но нам не повезло с погодой. Сегодня очень сильный ветер, до 80 км в час. И дождь. Ну, посмотрим. So I'm dropping you off here, right? This is where we are. This is the visitor center. I will come with you all the way here to the viewing point. From the viewing point, you will be able to see the largest lake, right? Then you're going to be walking down this. 10 часов утра сейчас. 10 часов утра. Что-то мы увидим, интересно. Суровая земля викингов. Да, друзья, но чтобы это прочувствовать, надо приехать сюда, естественно. Это очень впечатляет. Сильнейшая энергетика. Золотое кольцо – это популярный туристический маршрут в Южной Исландии. И у нас сегодня 3 главных остановки. Это национальный парк Тингвелир, где мы сейчас находимся. Затем мы поедем к Золотому водопаду, потом в долину гейзеров и потом еще в теплицу, где выращивают помидоры. Исландия лежит на стыке евразийской и североамериканской тектонических плит, поэтому здесь сосредоточены крайние проявления стихий: вулканы, гейзеры, горячие источники, ледники, водопады, черные пляжи, лавовые поля, словно инопланетные пейзажи. Эта суровая и одновременно величественная природа сформировала и особое мировосприятие исландцев. Здесь действительно можно вообразить, что в камнях живут эльфы. В исландском фольклоре эльфы выглядят почти как люди, но живут в камнях, холмах, лавовых полях, могут быть доброжелательными или мстительными. Все зависит от отношения человека, потому что эльфы не любят, когда тревожат их жилища. Известны случаи, когда в Исландии дороги и стройки меняли маршрут, чтобы не разрушить камень эльфов. Многие исландцы до сих пор верят в их существование или, по крайней мере, не отрицают его. В Исландии считают, что болезни, поломки или неудачи могут быть наказанием за неуважение к скрытому народу, а вот извинения, подарки и уважительные отношения могут все исправить. Продолжаем путешествовать по Золотому кольцу Исландии. И вот приехали на 5 минут, буквально остановочку, что сделали. Очень красивое озеро. Очень красивый вид, да еще с восходом солнца. А вот здесь геотермальные источники. Наш экскурсовод сказал не трогать. Очень-очень-очень горячая вода. А какая чистая вода в озере. Вау. На берегу озера небольшой поселок. Ну, как известно, в Исландии все эти дома отапливаются водой горячей из геотермальных источников. Вот в таком автобусе мы путешествуем. Здесь еще одна остановка, но остановка прямо на ферме. Ферма. Сейчас я попробую снять коровок. Здесь кафе, уютное в скандинавском стиле. Ну вот, смотрите. Ферма. Здесь очень вкусное мороженое. Попробуем мороженое. Все, поехали. Let's talk about animals. So, which animals do we have here in Iceland? Well, first of all, so those horses, cows, sheep, and goats, they were introduced by the Vikings when they moved here. Right. So you can see where it erupts. Okay, that is where the geyser is. You can see these people here on the left. Nothing is going to happen there. Исландские лошадки – это уникальная и очень древняя порода лошадей. Они были завезены в Исландию в IX-X веках викингами. Порода сохранялась в изоляции более 1000 лет. Ввоз других лошадей в страну запрещен, чтобы сохранить чистоту породы. Лошадки небольшие, но крепкие и выносливые, часто похожи на пони, но считаются лошадьми. У них очень густая шерсть, поэтому они отлично переносят холод и непогоду. А еще у лошадок спокойный и дружелюбный характер.
Мы идем любоваться водопадом Гюльфос. С исландского Гюльфос переводится как «золотой водопад». В солнечную погоду брызги создают золотистое сияние. Зимой лед тоже может отливать золотом. Увы, нам сегодня не повезло с погодой. По названию этого водопада назвали этот популярный туристический маршрут в Исландии «Золотое кольцо». Гюльфос состоит из двух каскадов. Первый около 11 метров, второй около 21 метра, а общая высота падения воды примерно 32 метра. Водопад обрывается в узкий и глубокий каньон реки. С некоторых точек обзора кажется, будто вода просто исчезает в земле. Очень необычный эффект. В начале 20 века водопад Гюльфос хотели использовать для строительства ГЭС. Иностранные инвесторы, арендовавшие водопад у владельцев, хотели построить гидроэлектростанцию, которая навсегда бы разрушила водопад. Водопад спасла дочь владельца земли. Она годами боролась против проекта, угрожала голодовкой, судилась и даже угрожала броситься в водопад. И в итоге от планов отказались. С помощью адвоката Свейна Бьернсона, который впоследствии стал первым президентом Исландии, удалось расторгнуть договор. В 1979 году водопад Гюльфос объявили заповедником, тем самым прекратив любые попытки превратить его в промышленный объект. Полюбовались водопадом. Ветер, скорость ветра наверху примерно 80-90 км в час. Сдувало, просто сдувало. Но это стоит того, чтобы сюда приехать. Это красота неописуемая. Вот этот водопад красив в любое время года. Но зимой, мне кажется, особенно красив. Знаменитая долина гейзеров. Здесь уже тихо, ветра нет. То, что у водопада был не просто ветер, а ураган. Если вдруг кто-то из вас собирается в Исландию, то обязательно нужно проехать по Золотому кольцу Исландии. Это очень интересно. Я впервые вижу такую природу. Это впечатляет. Это просто впечатляет. Все, видимо, ждут гейзера. Ждут, когда же он выйдет на поверхность. 80-100 градусов температура. Поэтому гид нас предупредил ни в коем случае не дотрагиваться до этой воды. Смотрите, все люди приготовили свои фотоаппараты, камеры. Ждут. Может быть, нам тоже подождать. Ребята, ароматы тухлого яйца или сероводорода. Боже, ну какая прозрачная вода синего цвета. А вот там, наверное... Тепло, хорошо. Очень тепло. Знаете ли вы, что Исландия – родина слова «гейзер»? Слово «гейзер» происходит от исландского «гейсир». Это слово затем вошло во многие языки мира. Долина гейзеров расположена на границе североамериканской и евразийской тектонических плит. Именно движение плит и вулканическая активность создают такие мощные гейзеры. В долине можно увидеть кипящие грязевые котлы, горячие источники, минеральные отложения ярких цветов. Но это опасная красота. Температура воды может превышать 100 градусов. Купаться строго запрещено. Тропы и ограждения сделаны не просто так. Гейзеры издавна вызывали у людей благоговение и страх, поэтому вокруг них возникло много легенд и мифов. Во многих культурах гейзеры считались живыми существами, воспринимались как предзнаменование, использовались в ритуалах очищения и исцеления. В Исландии гейзеры считались дыханием земли или проявлением силы подземных духов. По легендам, извержения начинались, когда духи злились или предупреждали людей о бедствиях.
А вот в японских мифах горячие источники и гейзеры нередко ассоциировались с драконами или змеями, живущими под землей. Когда дракон шевелился, вода вырывалась наружу. Некоторые онсен в Японии считаются священными и очищающими. Если вы не видели мои видео о Японии, самое время посмотреть. Кипит кастрюлька. Ну а теперь наш путь лежит на ферму, где выращивают помидоры. И там у нас будет время для обеда. А вот и теплица в Исландии, которая отапливается водами геотермальных источников. Очень сладкие, вкусные. Здесь же ресторан. Так что здесь мы... Ой, сколько цветов. О, хлебушек. Вот который они пекут здесь, в подземных печах, 24 часа. Это хлеб необыкновенно вкусный. This is how it looks like. Our packaging from Pretmart. So you can see here. But you have to buy new ones. Вот этих пчел, что я вам сняла на видео, их привозят из Франции специально, чтобы они могли опылить и томаты, цветы помидоров, и цветы, собственно. Вот это герань. Эти пчелы. Так, а теперь обедать. Мы где? А вот здесь на столе стоит базилик. И базилик, вот там ножницы лежат, можно отрезать эти листочки базилика и положить в свое блюдо. Вуаля. Когда выходишь из теплицы, из ресторана, можно купить какие-то продукты из помидор. И даже есть мороженое томатное. Так что Исландия себя полностью снабжает вот такими томатами. Очень вкусные, кстати. Такая великолепная герань вырастает в теплице. Крупные листья, крупные цветы. Очень красивые. Если будете путешествовать по Исландии, вот название этой фермы. Рядом с теплицами еще и ферма. И вот они, знаменитые исландские лошадки. Подойдем, посмотрим. Как нам объяснил экскурсовод, это не пони, это лошадки исландские. That's what people does to me, I swear. That's really awesome. Very nice. Обедали, теперь еще у нас посещение кратера вулкана. Один из самых необычных вулканических кратеров Исландии образовался около 6000 лет тому назад, когда вулкан обрушился внутрь после извержения. Магматическая камера опустела и крыша провалилась, поэтому форма этого кратера почти идеальная и овальная. В отличие от большинства исландских кратеров, этот имеет насыщенно красные и оранжевые склоны из-за высокого содержания железа в породе, а на дне находится озеро глубиной примерно 7-14 метров. Цвет воды меняется от ярко-бирюзового до темно-синего в зависимости от освещения и времени года. Как известно, Исландия – одна из самых вулканически активных стран мира. На острове около 130 вулканов, из них примерно 30 активных. Многие исландские вулканы подледниковые, то есть когда они извергаются, лед резко тает и вызывает мощное наводнение.
Знаменитый вулкан с непроизносимым названием в 2010 году парализовал авиасообщение почти всей Европы из-за облака вулканического пепла и стал кошмаром для дикторов новостей. В Исландии часто бывают трещинные извержения, когда лава выходит не из одного кратера, а из длинных разломов в земле. Вулканическая активность дает стране дешевую геотермальную энергию. Исландия почти полностью обеспечивает себя возобновляемыми источниками. Новые извержения иногда буквально создают новую землю, расширяя территорию острова. Исландцы относятся к вулканам спокойно и даже с уважением. Для них это часть повседневной жизни и национальной идентичности. Второй кратер потухшего вулкана вижу. Первый это был Фудзисан. 19 января, утро, 7 часов. Через час у нас самолет в Париж. 3 дня пролетели незаметно, много новых впечатлений. Очень понравился Рейкьявик, очень понравилась экскурсия по Золотому кольцу, то, что называют здесь Золотое кольцо. Надеюсь, что вам было интересно путешествовать вместе с нами. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!